Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина Дмитриева, и вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим об инвестициях и недвижимости в Грузии. И сегодня мы находимся в буквальном смысле в эпицентре, в центре Батуми, в самом его сердце, в сердце нового Батуми. Мы находимся на Аллее Героев, на новой эстакаде, которая появилась здесь после реконструкции. Еще завершаются последние работы, а мы уже здесь и уже проводим для вас такую специальную интересную съемку. Это новый честный разбор одного очень интересного, одного из моих любимых застройщиков Батуми и ее проектов. Это компания Метрополь. Сегодня в этом видео мы поговорим о локации и внешнем виде, внешнем облике этих необычных проектов. Мы поговорим о компании-застройщике, о том, почему вам просто необходимо вкладываться сюда именно сейчас, обо всех плюсах и подводных камнях этих проектов. И если вы досмотрите это видео до конца, то вы узнаете о нашем эксклюзивном, уникальном предложении в этих проектах. Во многих наших видео мы уже рассказывали вам про Аллею Героев и о том, почему эта локация привлекает столько внимания, что это действительно новый центр притяжения туристов и по-настоящему интересное место для всех застройщиков. Каждый ищет здесь свой лакомый кусочек для строительства. И компания Метрополь как раз-таки это тот девелопер, который свое место под солнцем на Аллее Героев нашел. Аллея Героев – это пересечение двух таких главных крупных магистралей, улицы Тбела-Бусеридзе и улицы Шартава. И вот здесь, в этом центре, как раз-таки сфокусировано максимальное количество всевозможных инфраструктурных объектов, которые привлекают туристов и жителей города. В первую очередь, это наш всемирно, наверное, уже известный Батумский стадион футбольный, построенный по стандартам УЕФА. Это уникальный культурный, спортивный объект для города. По левую руку находится большой торговый центр, продуктовый и с какими-то товарами народного потребления. Это торговый центр Black Sea Mall, в котором располагается гипермаркет Ашан. Господи Иисусе! Гипермаркет Carrefour расположен в этом торговом центре. Ну и, конечно, вот если мы смотрим прямо, то здесь через эту эстакаду буквально по прямой до моря каких-нибудь 450 метров, а там уже вас ждут и Дом юстиции, поющие фонтаны, и береговая линия, всевозможные кафе, рестораны. В общем, все максимально для вашего комфорта и удобства, для жизни и отдыха. И прежде чем перейти к разговору непосредственно о проектах, давайте все-таки пару слов как-то развернем, что такое компания Метрополь, вообще откуда она взялась, какой у нее бэкстейдж, с кем мы имеем дело. Значит, компания Метрополь образовалась совсем недавно, по местным меркам, всего лишь в 2022 году, и она является такой некой коллаборацией между двумя серьезными крупными застройщиками, имеющими огромный инвестиционный потенциал и капиталы свои, и уже некое портфолио за плечами. Для тех, кто живет в Батуми, для тех, кто знаком с рынком недвижимости Батуми, одним из участников этой коллаборации является компания Premium Group, ярким таким проектом в портфолио, который является проект Steps на Новом бульваре. Хорошая новость в том, что этот проект полностью завершен, закончен, и, честно, по моему личному ощущению, это один из знаковых проектов на Новом бульваре в той локации, потому что они, действительно вложили душу в этот комплекс, в этот объект. Там реализовано все с таким подходом, который, наверное, я бы могла с чистой совестью всем и каждому рекомендовать. Поэтому, если вы увидели где-то в рекламном проспекте, что компания Метрополь очень молодая, пусть вас это не пугает, потому что портфолио и опыт есть. Второй партнер у этой коллаборации занимается активной застройкой в Тбилиси, но об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим в наших других видео, обязательно осветим тбилисские проекты в том числе. Давайте поговорим непосредственно о проектах, о тех, о которых сегодня пойдет речь. Это, в первую очередь, проект Метрополь Овал, и вот где-то примерно за моей спиной здесь он находится. И второй, это через здание, буквально через корпус от Овала, это проект Метрополь Куб. Архитектурно, конечно же, эти проекты станут визитной карточкой, в том числе города и, конечно же, Аллеи Героев. Они дополнят здесь архитектурный ансамбль вот по этой стороне улицы Шартава со своей оригинальнейшей концепцией, со своей оригинальнейшей архитектурой. Проект Овал – это полностью остекленное со всех сторон здание с панорамным остеклением, очень красивое, очень эффектное.
И, конечно же, Куб, не могу не сказать о нем отдельно, это вообще нечто новое, такое интересное, что еще не было реализовано здесь, в Батуми, и в Аджарии в частности. Это такая конструкция необычная очень, состоящая в буквальном смысле из нескольких кубов. То есть вся эта история, ну, я думаю, что вот где-нибудь здесь всплывут рендеры, и вы очень ярко это увидите, как она выглядит, из чего она состоит. Все вот эти смещенные относительно друг друга кубики, вся эта история, в общем-то, отсылает нас к таким оригинальным, необычным международным проектам, которые реализованы в том числе в Дубае, в Сингапуре и в других классных, развитых странах. Инфраструктура и отельный бренд – это очень важная история, которая здесь, когда будет реализована, просто будет одним из лучших проектов на Аллее Героев, и, может быть, вообще во всем Батуми мы посмотрим на это. Я жду с нетерпением, значит. Здесь, в этом комплексе, подписано соглашение с международным французским отельным брендом Royal Tulip, и это 5-звездочный отель, который, естественно, несет с собой все вытекающие с точки зрения реализации ремонта, всех площадей общего пользования, вообще всего убранства комплекса, его инфраструктуры и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, бенефитов и профитов от привлечения такого крутого отельного бренда большое количество. Как это будет реализовано на деле, мы посмотрим, мы с нетерпением наблюдаем. Что можно сказать сегодня? Оба этих проекта являются инвестиционными, то есть с точки зрения покупки и владения апартаментами в этих проектах, это все-таки бизнес-вложение, которое работает на вас. Вы покупаете здесь апартаменты, сдаете их в управление по договору управления на 10 лет и дальше уже получаете дивиденды от сдачи в аренду. Несмотря на присутствие такого яркого, интересного бренда в этих комплексах, я все же, как всегда, рекомендую не доверять вот так вслепую ярким рекламным проспектам, и не потому, что у меня есть какие-то вопросы к застройщику, напротив, к этому застройщику вопросов минимум, а потому что мы должны понимать, что прежде чем мы какой-то опыт наблюдений получим, должно пройти время. Поэтому все прогнозы, которые касаются возврата инвестиций, они, ну, все-таки действительно имеют характер такой предсказательный, то есть это эти данные основываются только на каких-то расчетах, будущих расчетах о заполняемости и так далее, и так далее. Тем не менее, что является плюсом явным в этих проектах, то, что у застройщика, у компании Premium Group к моменту завершения строительства этих проектов уже будет опыт управления проектом Steps, который находится на Новом бульваре, о котором я уже упомянула сегодня. И вот тогда на основе этих данных уже можно будет размышлять о заполнении, о реальном возврате инвестиций, о доходности и так далее, и так далее, и так далее. Но это вот, наверное, как раз и есть такие подводные камни, да, которые мы не можем заранее их предугадать, то есть некая что находится под вершиной айсберга, да, под водой. В остальном, значит, с точки зрения реализации, завершения строительства, вот мне очень нравится, я вообще восхищена маркетингом в этом проекте, в этих проектах двух, Овал и Куб, мой низкий поклон компании. Значит, дело в том, что они молодцы, они одни из немногих, кто в своих рекламных проспектах пишут о том, что завершение строительства ожидаемо, предварительно, по их, как бы, расчетом намечено на конец 2027 года. И слава богу, что они ничего здесь не гарантируют. Все, что они пишут в договоре, это 27 год плюс 6 месяцев. И по собственному опыту, видимо, зная уже, как сдвигаются сроки, они никого не вводят в заблуждение, а напрямую об этом заявляют. Так что вот прям респект мой личной компании за это. Я надеюсь, что все будет реализовано в назначенные сроки, потому что, в принципе, проект «Овал» уже такими серьезными активными темпами строится, и насколько я понимаю, по планам застройщиков сейчас завершатся работы по заливке каркаса здесь, и перейдет вся основная работа по заливке на проект «Куб», который сейчас немножко отстает в темпах как раз-таки от своего соседа. Про планировки давайте поговорим, потому что конфигурация этих двух проектов, она довольно необычная. В связи с этим возникает вопрос, а как вообще внутри будут выглядеть апартаменты, да? То есть нас в меньшей степени интересует гостиница, которая, ну, понятно, как-то будет, но она к нам не имеет отношения. Мы покупаем апартаменты, и какими будут они? Вот это очень интересный вопрос. Значит, ну, в общем-то, в проекте «Овал» все довольно просто, предельно просто и понятно. Значит, это истории про студии, которые имеют, опять-таки, нам хорошо известную такую немножко коридорную конфигурацию. В проекте «Куб»
они имеют, наверное, более интересную какую-то такую конфигурацию, потому что, ну, исходя из формы просто, квадрат гораздо легче поделить на соответствующие части, чтобы получить какую-то более эргономичную планировку для любой квартиры. И уже здесь, конечно, и студии имеют более такую форму, менее коридорную, чуть более квадратную, вытянутую, с отдельно вынесенными санузлами, которые находятся не, ну, условно говоря, не возле вашей спальни, а как-то вот отдельно, чтобы максимальный комфорт для вас создать и организовать, да. Ну и, соответственно, планировки квартир, которые имеют одну спальню, там еще более оригинально все реализовано. Что важно, в обоих этих проектах подразумевается ремонт под ключ, то есть вы покупаете апартаменты в полной кондиции, в реновации с ремонтом под ключ, с одной только оговоркой, что в проекте «Овал» есть возможность приобрести апартаменты в зеленом каркасе, но сделано это в общем и целом не для того, чтобы в конечном счете покупатели реализовывали свои собственные дизайн-проекты или там как-то делали, что хотели, да, условно говоря. Это реализовано для того, чтобы уменьшить первоначальный взнос, чтобы как-то сделать более комфортными ежемесячные платежи, для того, чтобы несколько растянуть во времени, да, вот эту необходимость большую сумму денег сразу выкладывать в ожидании, пока еще там когда-нибудь ремонт произойдет. То есть это просто чистая такая удобная маркетинговая стратегия взаимодействия с покупателями. Я практически во всех наших видео, когда рассказываю о таких проектах, о таких комплексах, рекомендую заказать ремонт у застройщика и не выдумывать здесь велосипед, не изобретать ничего, потому что если вы захотите отдать апартаменты в управление, а шансов у вас других здесь и не будет, то вы в любом случае должны будете сделать ремонт как у застройщика. И поверьте нашему опыту и практике, сделать его дешевле или такой же, как у застройщика, у вас не получится. Это будет какая-то история похожая, с претензией, как-то там в попытке реализовать что-то как у них, но все равно какие-то будут нюансы, которые будут вас отличать и, скорее всего, не в выгодную сторону. Поэтому заказывайте ремонт у компании «Метрополь», не сомневайтесь, и будет вам счастье. Друзья, у нас есть в буквальном смысле уникальные предложения в двух этих комплексах, в двух этих объектах. У нас есть этаж на эксклюзивных правах продажи в проекте «Овал». Это продажа от инвестора, и если вам это интересно, если вы хотите владеть целым этажом в этом доме, что практически уже недоступно как опция для покупки от застройщика, то обращайтесь к нам в компанию GPI, и мы расскажем вам все условия по покупке этого этажа здесь. Что касается проекта Куб, здесь у нас тоже есть на эксклюзивных правах от застройщика в продажу целый этаж, который имеет, ну, очевидные преимущества относительно других этажей. Мы выбрали специально, хотела сказать, мы же умные, но я не буду выпендриваться. Да, мы действительно пристально выбирали себе этаж для эксклюзива, благо у нас была такая возможность. Мы выбрали такой этаж, в котором минимальные балконы и максимальная полезная внутренняя площадь. Вот такую пропорцию мы старались сохранить для того, чтобы вы не переплачивали за квадратные метры. Это наше собственное представление о прекрасном, мы сами так ориентируемся, сами такое покупаем, поэтому и вам такое же предлагаем от лица нашей компании GPI. Если вас, это продажа в розницу, поэтому если вас интересует прямо сейчас покупка вот в этом проекте, то пишите срочно нам в комментариях или в контактах в описании к этому видео. По поводу больших квартир, они вообще есть? Нет, там на самом деле в Овале есть вот как раз-таки с торца вот с этих частей в сторону моря и сюда в сторону стадиона есть квартиры большие, но они довольно необычной, скажем так, конфигурации, то есть это вообще объект на любителя, такая история, как бы хоть нужно захотеть, потому что зачастую для такого с классическим мышлением инвестора вот эта конфигурация, скругленные какие-то углы, вот эта вся непонятная история с точки зрения расстановки мебели людей скорее отпугивает, хотя в целом, если мы ориентируемся на это как на инвестиционный продукт, не все ли нам равно, да, поэтому в целом я знаю, что видовые квартиры здесь тоже расходятся с большим удовольствием, быстро, с кайфом, поэтому никаких проблем, в общем-то, с точки зрения продажи здесь нет. С точки зрения туриста, с точки зрения потребителя конечного, да, который сюда приедет отдыхать, я полностью согласна. Хочется вообще что-то сверхоригинальное, чтобы ощутить какой-то не то, как ты живешь обычно дома, да. Но вот стандартный, общий такой, в общей массе набор, это все-таки студии с высоким арендным потенциалом за счет локаций и
управляющей компании здесь. Важным замечанием в этих проектах является распределение доходов. Вот мы говорили о том, что с одной стороны это все предсказательская такая история, да, с другой стороны мы должны понимать, что здесь все-таки интересы всех участников учтены таким интересным оригинальным методом. Здесь распределение дохода будет производиться пропорционально. То есть неважно, сдавался ваш апартамент в аренду или нет, вот будет собираться общий котел и уже делиться, исходя из общего количества собственников. На мой взгляд, это вообще одно из ключевых преимуществ этого проекта. Такое применяется здесь далеко не везде, и мне кажется, это большой шаг навстречу инвесторам. Какая вероятность, что их снесут и еще что-нибудь построят? Ну, на самом деле, конечно, вероятность есть, но тут, наверное, стоило бы нам как-то к градостроительным нормам обратиться, потому что вот этот клочок, который занимают вот эти два мини-отеля, они, правда, там, ну, буквально микроздания какие-то, он по регуляциям, по логике уже ничего туда не влезет просто физически. Если мы посмотрим на улицу Белла-Буссеридзе, то практически следом вот под Белла-Буссеридзе, впритык фактически к этим двум отелям, пойдет жилой дом. От этого же, кстати говоря, застройщика. Это два дома параллель. Мы тоже, наверное, о них расскажем отдельно в каком-то из наших выпусков. Поэтому говорить о том, что здесь каким-то образом будут видовые характеристики там уничтожены, наверное, пока преждевременно. Ну и хочу поделиться нашим личным кейсом. Мы с этой компанией работаем, мы дружим давно и действительно верим в эти проекты, поэтому и сами тоже, вот буквально несколько месяцев назад Антон тоже инвестировал в проект Куб, приобрел себе здесь апартаменты в качестве инвестиционного продукта. Так что это тоже еще один показатель, ну, такой доверия, которое сформировано у нас к этому продукту. Если вам понравился этот разбор или у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать нам в комментариях, я обязательно все прочитаю. Мы будем снимать для вас еще. Я знаю, что некоторые наши зрители пишут с просьбами, с конкретными: снимите об этом проекте, снимите об этом. Пишите обязательно, мы будем снимать, мы работаем для вас. Я, как всегда, призываю вас подписаться на все наши каналы, в том числе в Ютубе, в Телеграме и в других социальных сетях. Не забывайте поставить колокольчики, чтобы не пропустить важные и полезные видео. Рекомендуйте нас друзьям. И, как всегда, до встречи в Грузии!